Остались ли еще какие-то красные линии для США после начала Курской операции? Кто не дает Украине одержать полную победу над Путиным? И ведутся ли сейчас тайные переговоры между Вашингтоном и Москвой? Об этом прямо сейчас поговорим с нашим гостем. Борис Пинкус, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, с нами на связи. Борис Яковлевич, здравствуйте, рада приветствовать. Добрый день, дякую, рад быть на вашем канале и слава Украине. Героям слава! Третью неделю успешно продолжается наступление ВСУ на Курщине. Это на территории Российской Федерации. Путин уже подумывает о мобилизации и о том, как же так убедить россиян, что это теперь новая нормальность. Борис Яковлевич, а что думает об этом в Соединенных Штатах Америки и думает ли вообще? У нас предвыборные баталии набирают обороты, причем настолько, что появление Харрис на небосклоне политическом как главного кандидата от Демократической партии, оно, конечно, повлияло на накал борьбы между двумя партиями и повлияло настолько, что Харрис стала набирать очки, выровнялась в ряде штатов, где Демпартия проигрывала. Более того, она даже стала превалировать в колеблющих штатах, хоть и незначительно. Это, конечно, все тревожит нас всех. Идет борьба не просто между лидерами или между партиями, идет борьба между двумя Америками. И эта борьба неразрывно связана с двумя войнами, которые имеют место сегодня. Одна в центре Европы, а вторая на Ближнем Востоке. И если раньше у обывателя проблемы международные, связанные с, допустим, даже с национальными интересами нашей страны, были далеко не на первом месте в выборе того или иного кандидата, то сегодня уже в повестке дня нашего избирателя война в Украине и война Израиля против террористов. Это уже становится настолько реальным, что невозможно сегодня исключить вот эти две огромные проблемы, вот я вышеназванной мной войной в Украине и на Ближнем Востоке, касающиеся каждого из нас, из налогоплательщиков. Поэтому говорить о том, что несмотря на то, что у нас борьба идет с переменным успехом в пользу того или иного кандидата от Демократической республиканской партии, мы не можем игнорировать вот то, что происходит сегодня в Украине. Плюс к этому Украина сегодня просто ошарашила все мировое сообщество своим таким героическим поступком, атаковав именно российские войска на ее территории, захватив более 45 тысяч квадратных километров у России и угрожая сегодня самому городу Курску и даже Курской атомной электростанции. Это довольно серьезно. И теперь у нас возникает вопрос в элите, как быть, как реагировать на это. Ведь до сих пор у Байдена была дежурная фраза, которая, собственно, и была его стратегией – оказывать помощь Украине настолько, чтобы избегать столкновения с Америки с Россией, мотивируя тем, что это две ядерные державы, не спровоцировать новую термоядерную войну между Западом и Россией, к примеру. И вот это, к сожалению, по сей день имеет место. Достаточно вам сказать, что у нас на фоне тех дискуссий, которые сегодня имеют место, в платформах
двух кандидатов, допустим, Харрис и с одной стороны и Трампа с другой стороны, обязательно вопрос, знаете, адресуется им обоим, их отношение к войне в Украине, помощи Украине, особенно сейчас, когда в Донецком направлении российские войска, хоть и медленно, но все же продвигаются, захватывая один населенный пункт за другим, а с другой стороны ВСУ произвела фурор, продвинувшись на территории России в Курском направлении. Более того, сегодня есть уже наметки того, что ВСУ начинает продвигаться в 5 направлениях на территории Курской области. Вот это очень интересно. И вплоть до того, что сегодня Сейм становится уже естественной границей, разделяющей территорию, захваченной ВСУ, и территории России, откуда могут производиться атаки. Тем самым ВСУ сегодня посылает месседж, прежде всего нам, американцам, показывая, что ВСУ умеет защищаться, умеет добиваться того, о чем вчера еще было страшно даже представить. И это говорит о том, что мы обязаны помогать Украине теми видами вооружений, которые Украина просит, отбросив в сторону вот эти вот оговорки байденовские, не провоцировать, не эскалировать. Я возвращаюсь к началу нашего разговора. Сегодня нет красных линий, друзья мои. Где обещанные Путиным угрозы применения ядерного оружия? Сегодня ВСУ уже на территории самой России. Поэтому надо довести дело до конца. А какой конец? Элементарный. Дать Украине современные виды вооружений, чтобы Украина могла, ВСУ могла остановить наступление российских войск в Донецком направлении, раз. И второе, не связывать руки ВСУ в атаках на Керченский мост. Ибо Керченский мост, Крымский мост, это та жила кислородная, которая питает военно-морские силы и сухопутные войска России на Крымском полуострове. Борис Яковлевич, я прошу прощения, а что, кто-то связывает руки по поводу ударов по Крымскому мосту? Ведь всегда в США говорили, что Крым — это украинская территория, там вы можете делать все, что хотите, а вот на территорию Российской Федерации это для них была как бы эскалация. Но вот, к сожалению, вопрос правильный, к сожалению, до сих пор ВСУ не дано разрешение использовать атакамсы большого радиуса действия в атаках на Крымский мост. Это не разрешено по сей день. И те атаки, которые сегодня производит ВСУ своими дронами, они маломощные, хоть и многочисленные. И не случайно российским войскам удается пока отбивать их. И даже если каким-то единичным случаем, успешным для Украины, значит, вот удается атаковать Крымский мост, и они несущественны. Понимаете, они не приводят к тому, к чему должно было быть привести атака, мощнейшая атака на Крымский мост, с тем, чтобы разрушить, знаете, до последнего кирпичика этот мост, чтобы разговоров о его восстановлении не было. Вот, а это возможно только мощнейшими современными, снарядами, ракетами, атакамсами большого радиуса действия, с тем, чтобы можно было бы, находясь на расстоянии 1500 километров, атаковать этот Крымский мост. И не одним залпом, а несколькими. Не случайно сегодня вот имеется информация о том, что российские войска уже проводят какие-то параллельные системы, устанавливают какие-то, знаете, столбы сегодня устанавливают параллельно с этим Крымским мостом, знаете, вот предусматривая возможность атак на этот Крымский мост, с тем, чтобы можно было бы, например, иметь какой-то резервный путь обеспечения
значит, российских войск, находящихся на территории Крыма, с материковой части России, необходимым вооружением и живой силой даже. Поэтому все это сегодня говорит о том, что если мы действительно хотим помочь Украине в ее победе, никаких ограничений не должно быть. Поэтому, к сожалению, вот эта вот боязнь, безволие, отсутствие дальновидности в руководстве администрации, оно, к сожалению, приводит к тому, что украинский народ продолжает терять своих солдат и мирных граждан, к сожалению. Хотя у нас есть все основания помочь Украине теми видами вооружений, в которых она нуждается. Есть деньги на это. Слава богу, закон об оказании помощи Украине принят 20 еще апреля. Вот 4 месяца прошло, и по сей день нужных видов вооружений в нужном количестве нет. Речь идет не только об атакамсах большого радиуса действия, речь идет и о системах Patriots, которые должны быть в Украине давненько, и мы бы тогда были бы более спокойны в том, чтобы обеспечена безопасность Киева, Одессы, Днепра, например, Харькова и других городов Украины, с одной стороны, и плюс к этому самолеты F-16. Почему их только 10? Почему их должно быть сотня, 2 сотни? Тем более я с удовольствием хочу отметить вам хорошо известное выражение сенатора Линдси Грэма, когда он посетил Киев, он громогласно сказал, что он бы очень хотел, чтобы наши американские ветераны, прекрасно владеющие самолетами F-16, как добровольцы, приняли бы участие в оказании помощи ВСУ. Причем он это высказал, будучи в Киеве, и приехав к нам в Вашингтон, он, например, это озвучил в различных комитетах Сената и затем связался с Майком Джонсоном, нашим спикером Нижней Палаты, и попросил его, чтобы он прокрутил побыстрее через ряд комитетов Нижней Палаты этот вопрос и узаконили право добровольцев американцев принять участие в оказании помощи Украине в восполнении нехватки летчиков, которые могли бы прекраснейшим образом пользоваться самолетами F-16 на фронтах Украины. А я вам скажу, таких у нас не менее сотни, не менее готовых поехать. Ветераны — это кто? Это те, кто прошел войну и в Ираке, и в Афганистане. И ветераны у нас называют не тех, кому за 70. Нет, это те, кто прошел военную службу в рядах американской армии и в возрасте, допустим, даже от 35 до 50 лет они тоже считаются ветеранами. Здоровые, крепкие ребята, они бы с удовольствием приняли бы участие. Но нужно законодательство, которое бы позволило им это сделать. Почему Путину можно иметь добровольцев из более чем 20 стран мира и, мало того, иметь так называемых добровольцев в виде вагнеровцев и так далее, разбросанных по всему миру, занимающихся террором. А почему Запад стесняется это сделать? Почему? Идет война. На войне должно быть как на войне. Украина никогда не просила солдата западных стран вступить на территорию Украины. Никогда. С первого дня войны Зеленский просит только оружие. Точка. Да. И этого в полном объеме нет, к сожалению, по сей день. Это замечательное предложение от Грэма, и хочется, чтобы оно действительно воплотилось в реальность. Ну и мы видим, что на него очень бурно реагируют российские пропагандисты, потому что они ожидают, что если это уже начинают обсуждать в Украине, потом уже в США, то вскоре может быть и позитивное решение. Но наш президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нулевая реакция Путина на события в Курской области доказывает, что нет никаких причин не давать нам разрешение бить по России дальнобойным оружием. Борис Яковлевич, а от кого это решение сейчас зависит? От Байдена? Но мы же понимаем, что в Соединенных Штатах Америки, возможно, действительно сейчас не до Украины, условно. Но
Если все-таки говорить о событиях, которые происходят прямо в эту минуту, то кто должен сейчас сказать о том и сделать это предложение или там законы принять, чтобы дать Украине такое разрешение? Во-первых, закон принят. Закон принят благодаря республиканцам 20 апреля, я вам напомню, когда речь шла о выделении Украине 61 миллиарда, я вам напомню, в законодательстве есть параграф, где четко сказано оказание помощи Украине в выделении атакамсов большого радиуса действия. Это, честно говоря, прерогатива, конечно, исполнительной власти. Но сам факт того, что в законодательстве предусмотрен параграф, четко указывающий конкретно, что должны быть атакамсы большого радиуса действия, говорит о многом. Если раньше Байден сваливал все на республиканцев, вот они 6 месяцев не давали согласия на поставку оружия Украине, вот посмотрите, к чему это привело. Хотя это чушь собачья, на самом деле там вопрос по-другому стоял, абсолютно. Понимаете, нужно было бы и демократам подойти так, чтобы можно было одновременно удовлетворить и жителей наших южных штатов, которые являются жертвами вот этого цунами, волны нелегальной иммиграции, и параллельно оказывать помощь Украине. Это можно было сделать, конечно, но этого не было сделано именно благодаря демократам, я так считаю. Понимаете, и давайте забудем про эти 6 месяцев. Вернемся опять-таки к закону, принятому 20 апреля. Закон-то принят, деньги же выделены, друзья мои. 61 миллиард – это не маленькие деньги. Это достаточно, чтобы дать минимум 10 систем Patriot. Я вам напомню, одна система Patriot стоит 1 миллиард долларов. Нам не надо посылать эти системы из Америки. 101 система Patriot сегодня находится у 19 стран-членов НАТО. И если бы каждая из этих стран дала бы по одной системе, мы могли бы быть очень спокойными. И ни одна ракета бы не упала ни на Киев, ни на Днепро, ни на Одессу, ни на Харьков, ни любой другой город. Это можно было бы сделать. Этого нет. Плюс к этому самолеты F-16, знаете, тарабанят уже 2 года о том, что вот и в Аризоне подготовили летчиков украинских успешно, и в Калифорнии подготовили, и создан альянс авиационный, Голландия, Бельгия, видите, Дания, Швеция, к примеру. И вот пошлют, пошлют, а это вот тянется уже почти 3 года. А вот ныне там 10 самолетов послали. Ну что такое 10 самолетов? Это же мало, друзья мои. Сегодня соотношение между оборудованием летным российским и украинским 5:1. Вы понимаете, как можно, не обеспечив безопасность воздуха, воздушной среды, говорить об успехах ВСУ? Невозможно. Поэтому 3 компонента являются гарантом успеха на фронтах войны в Украине. Это, еще раз говорю, воздух, самолеты F-16, это система противобезопасности Patriot и, конечно, атакамсы большого радиуса действия. Так вот, их хоть и стали давать, но опять-таки по чайной ложечке. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Кто ответственный, кто принимает решение? Один человек. Это Байден. Он президент по сей день. Хотя он снял свою кандидатуру от притязаний на очередной срок. И тем не менее, друзья мои, он остается президентом до 20 января будущего года. Это 6 месяцев. Это он отвечает. Тем более деньги даны, разрешение дано, закон принят. Точка. Только он. Поэтому я затрону другой вопрос, не менее важный. Отношение европейских лидеров по оказанию помощи Украине. Тот же Шольц сегодня говорит, я не буду посылать таурсы, ракеты большого радиуса действия в Украину до тех пор, пока Америка не даст добро. Вы посмотрите как.
И Кстати, сейчас Борис даже Яковлевич, противоречивые... вот Да. буквально сейчас приходит сообщение тоже от европейских лидеров. Глава дипломатии ЕС Боррель сказал, что снятие запрета на использование Украиной западного оружия для ударов по РФ может способствовать миротворческим усилиям. Ну, как будто бы там просыпаются. Ну, слушайте, сначала надо действовать, чтобы убедить Путина, что у него нет будущего. Что Украина сегодня, завтра возьмет Курск, а потом возьмет Белгород, а потом пойдет дальше. Там будет и Воронеж, там будет и все, что хотите, и Брянск. А там, глядишь, вот эти вот 11 дронов падали на Москву. Вы что думаете, это что, так просто так? Это хороший месседж москвичам, тем, кто сегодня гуляет по улицам Москвы, как ни в чем не бывало. Ничего подобного. Им придется платить за все это. За ту кровь, за те слезы украинского народа. Именно им придется, обязательно. И они никуда не денутся. И вот эти первая партия дронов, которая свалилась на Москву, к примеру, Московскую область с населением 21 миллион человек, так, это только первые ласточки. Посмотрим, что будет потом. И как бы ни петушились там в России, рано или поздно им придется трезво подойти к той обстановке, в которой они оказались. Понимаете как? Теперь, с одной стороны, они утешают себя тем, что они якобы имеют успехи в Донецком направлении, с одной стороны, а с другой стороны, им нечем ответить в Курске. Пожалуйста, как я уже сказал, в 5 направлениях сегодня ВСУ начинает проявлять активные действия. Это что-то значит. Поэтому, с одной стороны, Путин пытается прикрыть голову, при этом оголяются его ноги, а с другой стороны, он хочет прикрыть ножки, голова оголяется. Поэтому дилемма есть, и для того, чтобы убедить Путина в том, что надо сесть за стол переговоров, надо показать силу ВСУ, еще большую, чем она имеет место сегодня. А для этого достаточно дать Украине то, в чем она нуждается. И все, больше ничего не нужно. Поэтому сейчас ВСУ на подъеме. Это потрясающе просто. Это дает импульс не только вооруженным силам Украины, но и нам, друзьям Украины. Понимаете, показывать и говорить всем, тем, кто колеблется, вы посмотрите, на что способна ВСУ, вы посмотрите, какие дела творит сегодня Украина уже на территории самой России. Вот это важно очень. Сегодня переломный момент. Если мы не воспользуемся этим, то все наши старания будут сведены к коту под хвост. В этом вся проблема. Неважно, какого накала имеет место борьба или выбранная в нашей стране. Кто бы ни был в Белом доме 5 ноября, после 5 ноября, это будет касаться его тоже, его стратегии. Ибо Украина защищает наши национальные интересы на дальних рубежах. Мы об этом говорим постоянно. То же самое происходит на Ближнем Востоке. Сегодня демократы как рыба об лед бьются с тем, чтобы закончить войну именно сегодня и в Украине, и на Ближнем Востоке, с тем, чтобы объявить избирателям, что мы, демократы, партия мира, вот какие мы хорошие, мы закончили 2 войны. Именно мы это сделали. Хотя они их и начали. Именно благодаря бездарности, тупости демократов эти 2 войны ужаснейшие имеют место сегодня в мире, которые угрожают перерасти в термоядерную. Именно благодаря демократам. Поэтому очень важный вопрос сегодня: не одна предвыборная политика того или иного кандидата, будь то в Белый дом или в нижнюю или верхнюю палаты Конгресса, не будут оторваны от помощи Украине или Израилю. Не будут никак. Потому что, еще раз повторяю, это наши национальные интересы. Сегодня война в Украине или на Ближнем Востоке, а завтра она будет у нас. У нас. В нашем доме, в том или ином штате. Это надо понимать. Поэтому просто вопиюще. Вы знаете, это Бог подарил нам такой великий народ, как Украина, который потрясающе героически ведет себя сегодня по отношению к этим варварам. И мы не имеем права игнорировать это и отодвигать это на задний план, считая, что это
не наши вопросы, это вопросы Европы, например, или там, например, Израиль пусть идет на уступки, что пора, Хамас непобедим, что надо идти на какие-то пожертвования. Вот это аморально, это преступно. Вот то, что мы стараемся донести до наших избирателей. Сегодня в Пентагоне или накануне вечером Патрик Райдер сказал, что США остаются с Украиной до ее победы и будут помогать очень долго. Притом он сказал, что наступление Украины в Курской области преследует цель создания буферной зоны. Это то, что говорил ранее наш президент Украины Владимир Зеленский. А Райдер говорит, что поэтому мы и проводим разговоры, чтобы узнать больше об их целях. То есть я так понимаю, что правда, что мы сейчас не делимся нашими планами с нашими ближайшими союзниками, и если да, то, возможно, из-за этого нам не хотят давать эти разрешения и оружие. Я думаю, что если таковое существует, то есть не раскрытие планов дальнейших действий ВСУ, оно оправдано тем, что красные линии еще существуют. Поэтому, а где гарантия, что Байден одобрит, аплодирует Зеленскому, скажет: молодчина, давай, я с тобой. Нет такой гарантии. Я вас верну к тому примеру, о котором мы только что говорили. Атаки на Крымский мост. Да. По сей день нет разрешения. Вы понимаете как? То же самое сегодня по сей день Байден говорит: ты не имеешь права Зеленскому использовать, применять наши атакамсы большого радиуса действия на территории России. Это так говорит Байден по сей день, по сию минуту. Поэтому почему Зеленский должен говорить: ой, вы знаете, уважаемый мистер Байден, вот я хочу это сделать, как вы думаете? Нет, правильно делает Зеленский, не нужно. Делай, как считаешь нужным. Своя рубашка ближе к телу. Вот так вот. Вы понимаете, в этом вся проблема. Поэтому мы не можем сегодня, знаете, связывать руки ни Зеленскому, ни Биби Нетаньягу. Почему? Потому что они отвечают перед своими народами. Именно они, а не Байден. А Байден думает о своем переизбрании или переизбрании его партии. Только об этом он думает. Это шкурничество. А мы думаем о другом. Мы думаем о том, что сегодня Украина, если мы, не дай бог, потеряем, завтра будет остальная Европа и Америка. Вот так вот мы можем иметь дело. Поэтому прав Зеленский. Надо действовать на свое усмотрение, в то же время продолжая требовать исполнения своих обещаний. Тем более мы обязаны Украине. Я говорил и буду говорить всегда. Мы обязаны Украине за тот Будапештский меморандум, который мы навязали, обманули Украину, а потом, знаете, удрали в кусты. Как будто мы к этому не имеем никакого отношения. Как раз-таки да, мы имеем отношение. Поэтому мы обязаны вернуть Украине то, что мы украли у Украины. А теперь мы должны помочь Украине, возместив те потери, которые мы навязали Украине, и за это мы должны расплачиваться. Вот так должно быть. Поэтому сегодня критический момент. Украинская армия на подъеме, именно на моральном подъеме. Дух поднялся у украинского солдата сегодня. Его надо поддержать. Поэтому тот призывной возраст, который сегодня пересматривается в Украине с желанием привлечь в армию и от 18 и старше, он должен быть подкреплен оборудованием современным американским, спецсредствами, чтобы молодежь понимала, что она будет защищена, что она не идет на войну с голыми руками, что мы, американцы, поддерживаем эту молодежь, давая современные виды вооружений. Вот так должно быть. Иначе успеха не будет. Пока не слышно, что дадут Украине какие-то пушки очень активные или что-то подобное. Есть разговоры, вы знаете, есть разговоры. Слава богу, вот вы знаете, у нас вот республиканская партия, она сегодня многое не обнародуется, она не идет в печать там. Во всяком случае, активная деятельность есть с тем, чтобы даже поставлять современные виды вооружений с использованием искусственного интеллекта.
имейте в виду, сегодня Америка очень многому учится на фронтах войны в Украине. Очень многое учитывается, даже овладев российским вооружением, например, украинцы, они передают это Америке, и Америка изучает их и даже вносит коррективы свои разработки, которые были ранее сделаны, с учетом недостатков американских видов вооружений по сравнению с теми видами вооружений, которые Россия применяет сегодня в Украине. Плюс к этому, я вам говорил, еще раз повторю, у нас в Огайо создан центр обмена опытом между украинскими солдатами и нашими ветеранами. И тут потрясающая новость в том, что именно мы, американские военные эксперты, учатся у украинских военных, украинских экспертов в этом центре. И украинские солдаты делятся своими идеями, своим опытом, который они наработали за эти 2,5 года в войне за свою страну. И причем сейчас не секрет ни для кого, украинские солдаты делают потрясающие свои разработки. Вот эти дроны, которые сегодня применяются в Украине, они подавляющим большинством разработаны самими украинцами. Причем дроны не менее эффективные, чем те, которые мы поставляем, американцы. Так более того, они еще и дешевле. Вы понимаете как? Таким образом, есть такое сращивание двух наших армий, американской и украинской, на поприще новых разработок и применение современных видов вооружений американских в Украине. Хотя это делается с большой опаской, с тем, чтобы эти виды вооружений не попали в руки врагов. Это чушь собачья. На войне должно быть как на войне. Надо дать столько Украине видов вооружений, чтобы они могли почувствовать победу в применении против врагов. И некоторые есть слухи о том, что какие-то новых видов вооружений поступают в Украину. Именно там сегодня и есть испытательный полигон, где мы можем проверить, как работают наши новые разработки. И в этом отношении украинские солдаты, инженеры тоже вносят свою лепту. Испытав, они сопровождают своими рекомендациями, своими советами нашим инженерам американским, сказав, что, друзья, вот это не совсем хорошо, это лучше, вот на этом надо остановиться. Вот в таком ракурсе работают две армии сегодня. Борис Яковлевич, а я вот думаю, мы с вами уже говорили, что Байден не спешит давать разрешение атакам и бить по Российской Федерации, а возможно, это его просят из Кремля? Идут какие-то тайные переговоры между Вашингтоном и Москвой? Ну, о том, что есть канал, связывающий Белый дом с Кремлем, об этом известно, и Байден и его администрация никогда этого не скрывали. Я вам больше скажу, когда Конгресс принял закон о придании России статуса спонсора терроризма, Байден был против. Он сказал, что мы не можем этого делать, потому что если объявить или придать такой статус России, то мы должны порвать все каналы связи с Россией. То есть и послов надо отозвать, и наши отношения между Пентагоном и Минобороны России должны быть прерваться, и спецслужбы не должны общаться. Это против наших интересов. Почему? Байден объясняет это тем, что мы должны периодически, какой-то канал должен быть между нашими ведомствами, и мы должны периодически информировать того же Путина, что мы следим, мы видим, мы знаем, и что любые его движения в том или ином направлении, направленные на, допустим, даже применение неконвенционального оружия, они будут пресечены нами, американцами. Вот так вот объясняет этот Байден. Так вот, теперь смотрите. С другой стороны, нам известно, что тот же Билл Бернс, директор, например, ЦРУ, он периодически общается с тем же Нарышкиным или там с другими представителями секретных служб России. Видимо, есть какие-то контакты, есть какие-то там у них общения и обещания.
Я не сомневаюсь в этом. Тут не надо быть, знаете, таким сверхмощным специалистом, имеющим контакт с инсайдерами. Не обязательно. Тут логика сама подсказывает, о чем могут говорить за закрытыми дверями, например, представители Белого дома и Кремля. Об одном. Это то, что на устах у Байдена. Что мы должны предотвратить столкновение двух ядерных держав. Поэтому Байден, будучи по природе нерешительным, недальновидным и даже трусом, он мог заранее предложить тому же Путину: если ты не будешь применять, например, неконвенциональные виды вооружений, не обязательно ядерное, там, химическое, бактериологическое, к примеру, мы, в свою очередь, не будем позволять тому же Зеленскому применять наши современные виды вооружений, в том числе атакамсы большого радиуса действия, на территории России. Или тормозить, знаете, пользоваться ВСУ самолетами F-16. Это то, чего боится Путин. Очень боится. Он боится F-16. Потому что F-16 лучше любой модели, какой бы там Су-35, Су-34, как назовите, все равно F-16 сегодня, несмотря на то, что это самолеты 4-го поколения, они уступают самолетам 5-го поколения, F-35, к примеру, и даже F-22. И тем не менее, я вам скажу, что Путин боится их, очень боится. А Байден, в свою очередь, говорит: не волнуйся, мы не будем давать возможности. Но ты, в свою очередь, не применяй, не делай то, не делай это, не делай это. Вот такой договорняк, конечно, есть. Я в этом не сомневаюсь. В противном случае, друзья мои, ну какого черта издеваться над украинским народом? Это же садизм. Видеть, как народ кровоточит, и помогать по чайной ложечке, говорить: вот давай, вот мы тебе даем, вот 21, вот 200 миллионов сегодня, завтра 250 миллионов. Подождите, что ты делаешь с 61 миллиардом? Для чего тебе дали? Ты кричал на всех углах, что республиканцы не дают денег. Дали же, 4 месяца прошло, друзья мои. Чего ты тянешь? Заканчивай войну, оказав помощь Украине по полной, чтобы Украина могла вышвырнуть этих негодяев. И вот эти успехи Украины в Курском направлении — потрясающий пример того, что достаточно немного помочь Украине теми современными видами вооружений, атакой, например, разрушением Крымского моста, к примеру, остановить этих негодяев под Донецком и дать возможность перейти полностью в контрнаступление при помощи использования атакамсов большого радиуса действия. Это как раз-таки компенсирует нехватку в живой силе ВСУ. И, конечно же, самолетами F-16, поверьте, война за 2-3 недели закончится. Путин будет кричать о перемирии. Вы посмотрите, вот это заставит Путина сесть за стол переговоров. На наших условиях, на условиях Украины. Оно одно. Вывод всех негодяев за границы 91 года, это главное. Обмен всеми пленными, которых уже 1000 набралось на территории Украины, слава богу. 1000 раз спасибо ВСУ. Это 2. И 3, потом уже будет идти разговор о репарациях, о компенсации всех тех потерь, которые понесла Украина. Я вам напомню, по данным нашего Института изучения войны в Вашингтоне, более 1 триллиона ущерба уже нанесено Украине. 1,2 триллиона. Вот эти данные нашего института. Это катастрофа. Это катастрофа, которая должна быть возмещена. И поколениями россияне будут платить за это. Поколениями. Вот точно так же, как Германия до сих пор платит за то, что она натворила в годы Второй мировой войны. Сколько поколений поменялось. Точно так ждет Россию. Обязательно. Дмитрий Стаканович Медведев, наверное, перебрал с горячительными напитками и начал находить плюсы в Курской операции. Зампред Совбеза РФ удосужился выдать второй пост с реакцией на происходящее в Курской области, и он сказал, что
все не так уж и плохо, и прорыв границы якобы уберег Россию от переговорного капкана. Процитирую. На мой взгляд, в последнее время, пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств, а именно ранние ненужные переговоры с неясными перспективами и последствиями, заявил Медведев. Ну и сейчас в Кремле уже почти все высказались на ту тему, что никаких переговоров с Украиной и быть не может после Курской операции. В то же время издание The Times пишет, что если Путин откажется от переговоров, то ВСУ будут наступать дальше. Как вы думаете, что будет сейчас делать Путин? Как он будет действовать и к чему эти все заявления о возможных или невозможных переговорах с Украиной? Конечно, то, что Путин так просто сдастся, в этом не надо даже, об этом даже думать. И не надо исключать, что сейчас Путин может бросить все имеющиеся в его распоряжении современные виды вооружений, я имею в виду конвенциальные, вплоть до ковровых бомбардировок Курской области, и уничтожая свой собственный народ. Давайте я вам напомню Чечню. Что он сделал с чеченским народом? Там ведь кроме чеченского народа было немало народов других национальностей, в том числе и русских, а ему плевать было на это. Сколько тысяч людей, мирных граждан было уничтожено. Это нагляднейший пример. Понимаете, поэтому говорить, а тем более ему сейчас надо показать перед своим народом, какой он мощный, какой он сильный, вот, и сказав, вот видите, я ждал, а теперь у меня терпение лопнуло. Они не идут навстречу, они варвары, они террористы, как только их теперь не называет он. Те, видите ли, мы, ВСУ, которая вошла на территорию России. И это будет его оправданием применения шквала атак, в том числе на свое же население, которое все еще живет на оккупированных, даже если вы хотите, территориях ВСУ. Хотя ВСУ сегодня показывает потрясающий пример гуманизма, порядочности по отношению к тому населению, которое оказалось на территории, захваченной ВСУ Курской области. Наши все средства информации воздают должное, насколько велика разница в уровне цивилизации этих двух народов, народа Украины и России, если смотреть это мерками отношений украинского солдата к мирному населению России, и наоборот, то, что творили российские солдаты в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе, это разве сравнимо? Поэтому Путину наплевать на это все. И вот надо быть готовым к тому, что Путин может применить, вот как я уже сказал, ковровые бомбардировки, несмотря ни на что, ни на кого, чтобы показать своему народу, что он умеет защищать свои территории. К этому надо быть готовым. Это месседж нам, Западу, Америке прежде всего. Мы должны позаботиться о том, чтобы украинские войска были готовы к этому, помочь вооружением. Вот это самое главное. Необходимым вооружением. А оно у нас есть. А по поводу переговоров, зачем сейчас в России и не только в России заявляют о том, что якобы все, теперь точно никаких договоренностей и быть не может? Ну а что им остается сказать, друзья мои? Они же прекрасно понимают, сегодня у Украины есть прекраснейшая возможность, во-первых, завершить то, что начали. Что значит завершить? Взять Курскую атомную электростанцию, взять к чертовой матери и сказать, слушайте, вы уходите с Запорожской атомной электростанции, а мы уходим из Курской. Окей? Мы уходим из Курской области, вы уходите полностью из Донецкой области. Полностью, без разговоров. Окей? Мы отказываемся от Ростовской области, мы отказываемся от Воронежской области, от Брянской области, мы отказываемся от Москвы, мы ее не будем брать, мы вам обещаем. Мы не будем доходить до Урала, пожалуйста. А вы уходите за границы 91 года. Вот только так. Другого не должно быть. Да.
Надеюсь, что так и будет, но мне что-то подсказывает, что Путин готов отказаться даже от Курской области, потому что он больной на голову. Борис Яковлевич, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего, прекрасного дня. Спасибо за поддержку Украины. И я напомню, что Борис Пинкус был с нами на связи. Вы, друзья, поддержите наш разговор своими лайками, пишите комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи.